Будет ли вот так гордо реять грузинский флаг после сегодняшнего матча «Динамо Тбилиси» против «Динамо Минска»? Юношеская лига УЕФА прямо сейчас в Тбилиси. Прекрасная погода, декабрь, но футбол не заканчивается, не останавливается. Финишная прямая грузинского футбола. Погнали! Друзья, это по-прежнему Сандро, канал Шотед Медиа. Я все еще в Тбилиси, ну а где мне еще быть? Прекрасная солнечная погода и прекрасные организаторы, которые поставили матч на 4 часа дня. Это просто отлично. Конечно, если бы я работал где-то в тбилисском офисе, я бы никуда не успел, но мне повезло, я там не работаю. Я отправляюсь на стадион, где сегодня, к сожалению, не будет практически никого. Причины не из-за того, что какой-то очень низкий интерес к этому матчу, а просто потому, что «Динамо» Минск фактически играет дома. Почему Минск играет в Тбилиси? Что за бред? Дело в том, что Минская «Динамо», как и все белорусские клубы, они лишены сейчас возможности играть у себя дома в Беларуси. Такие санкции от УЕФА. Россия вообще нигде не играет, а Беларусь не играет дома. И вот это, тем не менее, не мешает Минскому «Динамо», юношеской команде Ю-19, проходить соперников один за одним, потому что Минск начинал сначала в Казахстане 2 матча сыграли, Ордабасы местные выкинули, потом сыграли в Болгарии с Лудогорцем, выкинули, причем какой-то потрясающий был триллер в ответной игре, посмотрите, в концовке там забили, я был вообще в шоке, когда это увидел. Но мы еще тогда с моим белорусским другом Сергеем Мельником, который тоже появится в этом видео, уже рассчитывали на противостояние 2 чемпионов Советского Союза, «Динамо Минск» и «Динамо Тбилиси». Вот сегодня первая игра, как будто бы в Беларуси, как будто бы на выезде, но дома. Почему я на нее попадаю? Потому что большое спасибо Ираклию, пресс-атташе футбольного клуба «Динамо Тбилиси», который аккредитовал местных журналистов. Не будет Харибашвили, он травмирован, как мне сказали, в этом году не сыграет. Ну, конечно же, Халид Долтмурзиев, один из главных игроков атаки. Ну и по остальным еще поговорим. Ждем также Кварацхелию, ну не Хвичу и не Торники, а Мамуку, который будет на трибуне наверняка, и нам еще много чего интересного про грузинский футбол расскажет. С вас лайк, с меня классный контент. Поехали. Я знаю, что никто не пропустит за 3 минуты, поэтому... Да. Гимн Беларуси был, да? Нет, тут же нет гимна. Да, вообще нет гимна. Да, блин, ну такая ничего не это пропустил. не сборная, брат. Слушай, Ты кого-то знаешь в этом составе «Динамо Минска»? вот я тебе скидывал человечка, честно, я не помню, какой номер, но им ЦСКА интересуется. Вот мы сейчас найдем его и будем за ним следить. Правда скажу, вот конкретно из этого состава особо никого не знаю. У меня был опыт, я прям работал комментатором дубля Минского «Динамо». То есть вообще я был комментатором Федерации футбола, но меня прям привлекли вот именно дубль комментировать. И я там прям хорошо всех человечков знал. Никого не осталось, наверное, тут. Слушай, так им по 25 лет уже, короче. Вот, там по 24, по 23, как бы, вот. Ю-19 не проходит. Ну, «Динамо» всегда именно молодежкой своей славилась, на самом деле. Как бы там очень тяжело из вот там Ю-19, Ю-21 попасть куда-то выше, дальше, потому что там большая конкуренция, легионеры и так далее. Но, по сути, динамовская школа, я думаю, там топ-1, топ-2 в Беларуси считается, потому что она престижная, туда сложно попасть. Я в детстве, когда футболом занимался, мы все время, знаешь, у нас там против динамосов сложно играть было, вот, они нас там по 7-0 выигрывали. Знаешь, вот у нас Батэ долго был гегемоном, но у него молодежка никогда не была такая сильная, да, то есть обычно там были уже ребята, которые прям, знаешь, там долго за Батэ играют, по 5-10 лет, как бы, но молодежка такой сильная, как у Динамо, обычно не была, вот. Если у нас еще Академия ФК Минск, это считается вообще самая большая академия, которая на базе, ну, у нее поля как минимум расположены, где вся федерация футбола, там больше всего полей у нас, как бы, вот. Вот это может быть интересно. Ну и давай последний сейчас уже матч будем смотреть. За кого ты болеешь? Это самая главная интрига. Можешь как-то еще продлить эту интригу, если хочешь. Я болею за «Динамо». Хорошо. Смотрим, пока у нас 6 минут сыграно по нулям. Брат, тренируйся. Ой, хорош, Данелия, маэстро. Смотрите, какой перевод. В лучших традициях Чеквитадзе, я бы сказал. Ну и что? Мамука, приветствую вас в очередной раз. Приветствую. Вы вот на этом стадионе, когда «Динамо Тбилиси» играет в любой вариации, ничего не пропускаете? Нет, ничего не пропускаю. Это стадион как дом для меня, потому что, может быть, сейчас наш зритель будет смеяться, но я чуть было золотой медаль не взял из-за футбола. Обычно наоборот это самое бывает. А мой отец всегда мне говорил, что если я хорошо буду учиться, вот здесь, на этом стадионе, достанет мне абонемент. А тогда, когда я был маленьким,
на этом стадионе, на «Динамо» достать абонемент вы просто не можете. Вот, Нереально. это поколение просто не может себе представить, что это было. Как это было. Это не было возможно просто. Было тут официально 75 тысяч зрителей, официально, но Москва не разрешала, чтобы тут было больше, чем на Лужниках, а то мы строили больше, чем 100 тысяч. Вот в 4 местах вот здесь, если мы сейчас пройдем, там увидим большие колонны, которые были специально, значит, очень глубоко зарыты и, естественно, супербетоном сделаны, чтобы сделать 100-тысячник. 3-й ярус добавлялся. Но наши... Камп Ноу был. Камп Ноу, да. Но как наши общие друзья наверху в Москве, как это узнали, сразу тут послали своего человека из КГБ. И нам сказали из Москвы: ребят, вы слишком далеко полетели. И, значит, разрушили вот эти вот 4, я потом покажу. И дошли до 75 тысяч. Все равно там же стоящие. Но. Не, стоящих не было. Но тогда были эти самые деревянные, скамейки были деревянные. А наши архитекторы, вот там мемориальная доска есть, это поколение, фамилия такой Курдиани, поколение Курдианов, которые очень много вещей простроил в Тбилиси, очень много просто. Ну, и этот стадион строил сначала дедушка в 1936 году при Берии. Кстати, Берия тут участвовал сам лопатой. Да. Я сейчас вам покажу первый билет 1936 года. Потом расскажу историю, как я уникальный билет. Я все время его ношу как талисман, пардон. Не боитесь потерять? Нет, тогда я потеряю все, потому что все у меня здесь. Да, вот видно. Видно, да? Да. И тут с другой стороны написано, что, мол, ведите себя на стадионе так и так. Или, ну там Берия умел всех. Это какой год получается? 36-й год, 9 сентября. Динамо Тбилиси играл с Динамо Киевом, 2-2 закончилась первая игра. И, значит, вот так вот началась история этого стадиона. Тогда было, по-моему, 25 тысяч. Потом строил его сын. В 1976 году реконструкцию делал. А потом в 2006 году внук уже реконструкцию делал. И внук сейчас мой друг Арчил Курдиани. И он мне многие секреты сказал про этот стадион. Короче, официально в Москве послали, что стадион вмещает 75 тысяч. Но сделали... значит, на каждого зрителя сделали не 50 сантиметров, что было положено по советским этим самым стандартам, а сделали 75. А это означало, что я беру своего сына, мой отец брал меня и так далее, потом и тому подобное. И 90 всегда на этом стадионе, на все матчи, Динамо Киев, Нефть Баку, там это самое. Гол нашу забили, прекрасный гол. Надеюсь, найдем мы эту запись этого гола, но Динамо Тбилиси открывает счет под вот этим. Да. Прекрасно. Вот во время рассказа истории. И, значит, вмещало 90 тысяч. Тут было, я потом 4 года на этом стадионе работал, как пресс-атташе этого стадиона. И мы там нашли, как раз когда реконструкция нашла и начали ставить персональные стулья, естественно, там уменьшилось. И сейчас 54 вмещает на стадион. И мы нашли два ряда на этом стадионе, которые не было зафиксировано, просто не было. Два ряда, вот представляете, там самое. И тут сидели друзья, родственники, близкие люди директора стадиона, этих самых, близких, потому что билеты нужны были всем. Халид, я про него говорил. Да, как раз мы про Халида говорили, и Халид забил гол, молодец, он прекрасный просто гол забил. Вот. И, значит, вмещало 90 тысяч. А билет стоил тогда 1 рубль на чемпионат СССР, 2,5 на зарубежные игры. Тогда Динамо каждый год играла Кубок УЕФА или Кубок чемпионов. Вы сказали, насколько сложно было абонемент достать, а вот в рамках Советского Союза, я видел, что в Европе вообще посещаемость Динамо Тбилиси, по-моему, в 1981 году была там топ-5 или... Было, честно, было номер 1, честно. Да. Но так как опять мы не могли Москву обмануть официально, мы писали 75 тысяч. А сидело 95 тысяч всегда. В каждом матче, да? Да, ну прикиньте. Как минимум, нельзя было билет достать. Директором стадиона был Борис Пайчадзе, наш знаменитый футболист, легенда грузинского футбола.
и многие-многие смешные истории, это Я самое. не представляю, какие атаки были на Это ужас. его Вот дом. многие смешные истории. Одна из историй, 3 студента зашли за день до матча зашли на стадион, как это забрались, пробрались на стадион, и целую ночь они провели на сосне. Вот там большая сосна, на сосне целую ночь. Представляете? И утром милиция все-таки поймала. Ну, прикинь, сидеть на сосне 3 студента. А это какой матч был? Это было, сейчас тебе точно скажу, первую игру мы тут на Кардифф Сити 3-0 обыграли, уэльскую команду. Это был Гамбург. Это, по-моему, был Гамбург после Ливерпуля. И, значит, Борис Пайчадзе, ну, гениальный мужик, он был очень добрый человек. И он попросил милиции, чтобы не послать в тюрьму этих 3. Он завел свой кабинет, там у него свой душ был, он помыл этих студентов, то все, и как-то достал для них 3 билета, и они посмотрели эту игру. Сейчас мы, по-моему, 2-й гол забьем. Есть! 2-0. Значит, Как разыграли? да, гениально разыграли. Вот и грузинский футбол. Вот это оба гола было как, забыл Халид Мурзиев, но был чисто в грузинском стиле. И, значит, мой друг, царство ему небесное, он пробрался за день до матча и спал под под сиденье спал, представляете? Под сиденье спал. Вот такие вот эти самые сумасшедшие были. И насчет абонемента. Мой отец сказал, будешь на 5 учиться, я тебе достану абонемент. Не знаю, откуда он доставал. Он был начальником ЖЭКа. И я учился на 5 только. Только в самом последнем, 10 классе, пару 4 просто был влюблен, к сожалению, или к счастью. И из-за одной девушки там несколько 4 получил. Остальные за 5 были. Можно ли провести параллель вот к современной посещаемости сборной Грузии с тут- тем, что было? Вот это как бы есть исторически? Один в один. Потому что когда сборная Грузии играла в 95 году с Германией, рекорд, 120 тысяч сделала. Мы сидели как кильки вот в этом самом, не могли подняться, потому что не сядешь. Поднимешься, не сядешь. И все сидели вот так. Тогда Клинсман 2 гола вот здесь забыл, и мы проиграли. А современный, да, к сожалению, только 54 тысячи сидит, к сожалению, потому что нету просто больше мест. Как вы относитесь к идее строительства нового стадиона? Вот, Для меня, еще раз говорю, это стадион, это как дом. Я иногда, когда вот сейчас, может наш зритель будет смеяться, когда прохожу рядом или мимо, так как женщины вот так вот ласкаю эти самые железные спруты там, которые вокруг стадиона. Да. И еще одну историю расскажу, если есть минута буквально. Я тогда на стадионе работал, у меня частые командировки были, я медиа-офицером МУЭФА работал, и все время раз в месяц как минимум летел туда-сюда. И, значит, на Лиге Чемпионов. И, значит, один раз прилетаю и вижу вот вход, откуда вы вошли, строят новый вход со шлагбаума, современный вход строят. А там были, значит, там вот самые, если вы заметили, вокруг стадиона такие большие столбы стоят. И в этих столбах были, продавали билеты. Прямо продавщицы сидели, продавали билеты. Я, кстати, а там был, видел. да, до сих пор есть, но уже не продают билеты. А там был продавщица, касса номер 1, вот там было вот его ухода. Да. И они, естественно, разрушили кассу, чтобы построить большой шлагбаум. И я приближал, нету кассы. А там вот такие треугольная такая-то самая форточка. И я спрашиваю у моего друга, ну ты знаешь Шалву, Шалва, где этот самый? Они сказали, разрушили, потому что надо было современный, что вы куда выбросили? В мусор. А я знал, что, по-моему, раз в неделю приходил мусор, чтобы мусор выбрасывать. По пятницам, по-моему. А была четверг был. Я побежал в мусор своими руками, разгреб это и достал вот этот треугольник. Потому что, прикиньте, лет 70-80 вот этот треугольник там был. И от этого треугольника мы получали билеты. Мои отец, дед, там, наши, представляете себе. И он до сих пор у меня хранится. И когда вот музей сделаем Динамо, обязательно вот этот треугольник и вот этот билет первый обязательно там поставлю. Фильм, кстати, сделан на этом уже.
на этом, не только на этом, но про историю Динамо стадиона сделан фильм, и я там как раз А он уже достаю. вышел или? Вышел, да, там, по-моему, приз даже завоевал в Милане, по-моему. Ну что, первый тайм 2-0. Тбилиси впереди. Заиграла музыка, но не на белорусской стороне. Как говорится, ты пытался снять весь первый тайм гол Минска, но не получилось. Что не хватает команде? И ты твердо уверен, что забьют во втором тайме? Я был уверен, что и в первом тайме забьют. Но на самом деле Динамо классная команда, в целом базово, там любого возраста, не знаю, Ю-9, Ю-10, Ю-11, Ю-17, Ю-19, неважно. Всегда молодежка Динамо — это сильная команда, да, то есть, да, вроде все неплохо, удара нету на самом деле. Вот есть паренек Молчан, или Молчан, сори за ударение сразу, но хорошо, классно бежит по правому флангу, 7-й номер, очень такой бодрый парнишка, 17-летний. Если в целом по первому тайму сказать, Динамо Тбилиси очень круто свои контратаки реализуют. И действительно, ребята, наверное, такие более миниатюрные, где-то более техничные. Белорусы базово выделяются физикой. По мне, выиграли больше верховой борьбы, да, то есть из того, что я видел. Контратаки не уследили за оппонентами, как бы, и были свои атаки, видишь, удара просто абсолютно не хватает. Вот мы по статистике видели, что 2 удара в створ у Минского Динамо, я их не видел. Где они? Да, они, наверное, были заблокированы, скорее всего, потому что до вратаря... Ну да, все считают по-разному. Возможно. Один был удар, который слева, такой как навес, а больше я и не помню. Сейчас чуть-чуть я еще скажу про Долтмурзиева, который, кстати, гол и голевая передача, и вообще, ну, наверное, одна из главных звезд этой команды. Но мне нравится, вот, как ты сказал, как команда Динамо Тбилиси мячом распоряжается. Они, знаешь, как будто бы и ценят его, и не передерживают. И вот, ну, вот эти голы, по факту, с контратак были забиты, и, ну, может быть, громко будет сказано, образцово-показательный, но реально круто. Где нужно, придержали, где нужно быстрая атака, где нужно удар. Ну, в общем, я в восторге от этих голов. Классные контратаки, на самом деле, ничего не скажешь. Притом еще был убойнейший момент, где в перекладину мяч попал, Да, и, да. по сути, первый тайм 3-0 должен был заканчиваться. Я скажу так, знаешь, я тебе в предыдущих репортажах говорил, что находясь на этом стадионе, невозможно не болеть за местных. Ну, конечно, здесь играет команда из моего там родного города Минска, и если она забьет, я буду очень душой рад. Хорошо, что не 3-0, как говорится. Друзья, давайте я еще пару слов скажу про формат, потому что, может быть, вы не знаете. Это заключительный раунд, ну, можно сказать, что плей-офф пути чемпионов. Вот есть в Лиге чемпионов, в юношеской лиге УЕФА, как она правильно называется, есть 2 пути. Вот один путь — это где играют молодые команды, Ю-19, юноши, всех участников Лиги чемпионов основного раунда. То есть там матчи просто тупо дублируются. А второй путь — это вот путь чемпионов, где чемпионы послабее играют. То есть, как мы понимаем, в том пути, где есть групповой этап, там не все чемпионы, а здесь именно чемпионы. И то есть здесь мы видим матч чемпиона Беларуси, чемпиона Грузии, и победитель этой пары выходит в следующий раунд. Я не знаю, когда будет жеребьевка, но матчи, я так понимаю, где-то в январе-феврале будут, может, даже в начале марта. И вот там уже, то есть кто угодно, вот я сейчас таблицу выведу на ваши экраны специально, то есть вот кто угодно из этих команд может приехать в Тбилиси. Но знаете, в чем загвоздка? Там не будет первого матча и ответного, там будет всего одна игра, и вот есть риск, ну, кстати, я говорю Тбилиси, Минск не факт, что будет в Тбилиси играть, если он вдруг выиграет. Но неважно, вы суть поняли. И вот кто угодно из этих команд может попасть на победителя нашей пары, но возможно, что будет всего один матч, и он будет не в Тбилиси, там, не в Минске, ну, неважно где, но не в городе, где будет принимать соперников вот, победитель этой пары. Так что болеем за Динамо Тбилиси и, конечно, болеем еще за то, чтобы классный соперник достался. Ну, не знаю, вот будут ли местные рады, если мадридский Реал, например, сюда приедет и вынесет Динамо Тбилиси. Не знаю, может, кто-то поностальгирует. А может быть, Ливерпуль, представляете? Ну, даже от одной мысли об этом прям вау, учитывая, как долго здесь не было Еврокубков нормальных, да вообще каких-либо Еврокубков, потому что, ну, квалификацию, при всем уважении, я, наверное, не буду считать за Еврокубки. Ждем второй тайм. Нет, не знаю. Еще один шанс, хорош. А, да? Как арка? Почти. Опасно. Ну, это почти гол, нет? Не считается? Ну, ладно. Пенальти? Да, ну, бля. Можно было поставить.
Второканала Пехбурти, Антон Емельяненко. Я в прошлый раз, в прошлом видео сделал вот так, мне 2 человека написало, что это значит. Ну, не знаю, А, да? привет. Прикольно. Скажи, как тебе Динамо Тбилиси? Потому что мы тут про историю стадиона полтайма проговорили. Я, честно говоря, посмотрел минут 20, наверное. Да, хорошо, забили 2 гола, сели на свои ворота и будут контратаковать, я думаю, еще забьют, и все хорошо, все как надо. Что по Халиду скажешь? У меня ощущение, что он это главный герой вообще этой квалификации. Да, у Халида 5 голов, он второй бомбардир этой квалификации, вот. Ну, хорошо, он вроде небольшой, невысокий для нападающего, забивает, когда надо, сколько надо, и вообще довольно полезно. Он долго проходил акклиматизацию, ну, не знаю, вкатывался долго, он перешел летом, потом почти не играл месяца 3. Ну, он играл за Ю-19, но за дубль вот он выскочил несколько раз, так до сих пор не забил. Но сейчас вот разыгрался, вот, видимо, Ну, нужно за ему основу-то начал дорасти. появляться. За основу 2 раза вышел, да. Я даже думал, что он забил в Кутаиси, потому что я сидел наверху. Оказывается, не он забил, но молодец. При нем забили, по крайней мере. Так много где, так в Бахрейне, так, ну... Там же Барса, ой, наигранный. Слово «кам». Как в «Игре престолов», слушай, вот это. Что, закончили? Ты расстроен? Я очень обескуражен, потому что у меня нет подштанников, было достаточно холодно, и ни одного удара сносного за матч «Динамо Минск», к сожалению, я не дождался. Хотя, ну, очень переживал за команду из Минска. Не получилось сегодня. Домашние матчи вне Минска проводятся, это на самом деле супер грустно. Вот, надеюсь, рано или поздно все вернется во свояси. Будут играть они в Минске, например, на стадионе «Динамо». У них такой же есть прекрасный стадион, он, конечно, чуть поменьше сейчас. Вот, но, блин, ну, первый тайм поинтереснее было, втором как-то, знаешь, ну, вообще ничего не получилось. Вот ты меня спрашивал, что там без камеры кого выделить. Да некого, ну, просто не получилось, наверное. Да, ну у тебя вот сейчас, как бы ты понимаешь, что ты точно придешь на ответный матч? Или есть сомнения, стоит ли? Дружище, у меня бейджик на 2 матча, я точно буду на втором матче. Мы своих не бросаем, да? Ну, не получился первый матч. Я тебе больше скажу, был матч, я за Барселону болею, был такой матч 8 марта 2017 года, когда после 0-4 в Париже Барселона играла с командой Пари Сен-Жермен, за которую ты очень тепло сейчас отзываешься. И я пришел после свидания с девушкой, она спросила, почему ты так быстро ушел, как бы я говорю, там есть дела поважнее, как бы. И потом, когда уже в конце, после паса Неймара, Серджио Роберто забивал гол, я, 19-летний, катался по полу, мой батя кричал, что я чокнутый, как бы, поэтому, как бы, ну, ничего еще не потеряно. Антон еще тебе пару Первый человек в истории, который сравнил матч «Динамо Ю-19» с матчем Барселона-ПСЖ. И последний, я думаю. Вот. Ну что, ну все по делу, что, раскатали наших белорусских гостей, огорчили Сергея. Больше, я думаю, никто не огорчился на трибуне. единственный, да. Поэтому, да. Но ты веришь, что что-то может Динамо Тбилиси Да, помешать? в этом Выйти до противостоянии? финала и обыграть Реал на Камп Ноу? Ну, это Обыграть Реал на А почему бы и нет? А где там финал, интересно, я не знаю. Они в Швейцарии в прошлый раз играли. Ну вот, не важно. Не, я сейчас про это противостояние. Да нет, мне кажется, Динамо в Тбилиси уверенно обыграла и также будет. Они, наоборот, обычно вторые матчи играют лучше, чем первые. И Посвободнее. да, в гостях тяжело, вот сегодня было довольно сложно. Вот, но следующий матч домашний, поэтому Да. будет попроще. А дома и стены помогают, и не только стены, но и зрители. Кстати, билеты уже в продаже. У меня нет рекламной интеграции, к сожалению, не доплачивают за это, но приходите, хочется, чтобы последний раз в этом году, вот не крайний раз, а последний, все-таки стадион заполнился, ну, насколько это возможно, и мы увидели очередную победу грузинского футбола. Болеем за «Динамо Минск». Блин, Динамо. Да, болеем за «Динамо», короче. Сейчас еще вот этих фоткающихся чуваков. Сет начался. В Инстаграме.